Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. Меня зовут Валерий Табаков, я юрист с более чем 30-летним стажем работы в сфере права. Я специализируюсь на конституционном, международном и административном праве. Сегодня я хочу открыто и подробно рассказать вам свою личную историю человека, который искренне поверил в светлые обещания 1991 года. И теперь, спустя десятилетия, чувствует себя глубоко обманутым и униженным. И это не просто эмоции, это выводы, подкрепленные фактами, документами и реальностью, в которой мы все живем сегодня в 2026 году. Все началось в конце 1991 года. Украина стояла на пороге независимости. Я тогда еще аспирант в Киеве читал листовку Леонида Кравчука, его прямое обращение именно к нам, к русскоязычным гражданам Украины. Он писал: «Дорогие русские братья и сестры, живущие на Украине». Он говорил о тяжелом времени, о необходимости единства всех национальных групп, о том, что русские – это 12 миллионов полноправных хозяев на этой земле наряду с украинцами и другими народами. Кравчук обещал: «Я буду делать все от меня зависящее для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его законных интересов». Самые важные слова для меня тогда звучали так: «Ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских. Любые попытки дискриминации по национальному признаку будут решительно пресекаться». Он гарантировал сохранение беспрепятственных связей с Россией, свободные контакты с родственниками, открытость границ и нерушимую территориальную целостность, которую мы все должны были вместе защищать. Я поверил этим словам. Как юрист я видел в них реальную основу для построения демократического, многонационального государства, где никто не будет второсортным. Я активно агитировал среди коллег, друзей, соседей, убеждал, что независимость – это шанс на лучшее будущее для всех нас, без разделения по языку или происхождению. Я участвовал в референдуме и проголосовал «за». Я поддержал Кравчука на президентских выборах. Он набрал тогда подавляющее большинство, в том числе благодаря таким обращениям к русскоязычным. Мы думали: вот оно, наконец-то, равенство, мир и процветание в общем доме. Но годы шли, и обещания одно за другим превращались в пустой звук. Сначала это были мелкие, но заметные вещи. Постепенное вытеснение русского языка из официальной сферы, из школ,
из СМИ, потом законы 2012 года о региональных языках, которые пытались хоть как-то сбалансировать ситуацию, но их отменили. А после 2014 года, когда началась война, все ускорилось в разы. Закон об образовании 2017 года, закон о языке 2019 года, поправки к закону о национальных меньшинствах 2022 года. Все это шаг за шагом сужало пространство для русского языка. Сегодня, в 2026 году, я, русскоговорящий гражданин Украины, сталкиваюсь с системной дискриминацией именно по языковому признаку. И это уже не мои субъективные ощущения. Это подтверждено международными документами. В апреле 2025 года Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации СЭРД рассмотрел доклад Украины и прямо указал: Закон о национальных меньшинствах 2022 года содержит дискриминационное положение. Он ставит носителей русского языка, армянского и ромского, цыганского в неравное положение по сравнению с теми, кто говорит на языках Евросоюза. Комитет отметил, что такие различия нарушают принципы равенства и недискриминации. Более того, эксперты ООН подчеркнули, Украина должна обеспечивать качественное образование на родном языке меньшинств и не препятствовать их полноценному участию в общественной жизни. Но что мы видим на практике? Ничего. Моя дочь, которой сейчас 8 лет, не может получить полноценное среднее образование на русском языке. Школы с русским языком преподавания либо закрывают, либо переводят на украинский под предлогом государственного языка. Квоты в университетах, в СМИ, в госслужбе – все душит наш родной русский язык. Это не защита украинского, это целенаправленное вытеснение русского. Несмотря на то, что миллионы людей здесь родились и выросли, говоря именно на нем. Как отец я вижу, как страдает моя дочь. Она вынуждена учиться на языке, который для нее не родной, тратить дополнительные силы и время, чтобы просто успевать. Ее друзья из русскоязычных семей чувствуют то же самое. Унижение, когда их заставляют отказываться от части своей идентичности. А когда я, как юрист, пытаюсь отстаивать эти права в судах, на меня смотрят как на врага. Меня оскорбляют в комментариях, в очередях, в повседневных разговорах. Требуют «говори по-украински, москаль» или «вали в Россию». Меня унижают за то, что я требую соблюдения Конституции Украины, статей 10 и 24, которые гарантируют свободное развитие, использование и защиту русского языка.
равенство всех граждан независимо от языка. Но радикальный национализм, который сейчас доминирует в общественном дискурсе и даже в некоторых органах власти, игнорирует эти нормы. Они называют это декоммунизацией или защитой от агрессии, но по сути это месть собственным гражданам за то, что они говорят не на том языке. Я хочу быть предельно честен. Я не поддерживаю российскую агрессию. Я осуждаю войну. Осуждаю все ужасы, которые принесла она миллионам людей с обеих сторон. Это трагедия, которая разрушила жизни, семьи, города. Но разве это дает право украинскому государству мстить своим же гражданам, тем, кто не виноват в агрессии, кто здесь живет десятилетиями, платит налоги, растит детей? Разве кровь и разрушение оправдывают системное ущемление языковых прав миллионов русскоязычных украинцев? Нет. И еще раз нет. Я не могу лояльно относиться к таким проявлениям радикального украинского национализма. Я не принимаю никакие оправдания для дискриминации, ни войну, ни историю, ни геополитику. Мои права – это мои права, они не зависят от внешних обстоятельств. Эта дискриминация разрушает не только отдельных людей, она разрушает само общество, она сеет ненависть между соседями, между поколениями, между регионами, она делает нас чужими в собственной стране. Как юрист я вижу, это нарушение не только международных обязательств Украины, включая рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных языков, но и фундаментальных принципов ее собственной конституции. Если ничего не изменится, мы потеряем то единство, о котором так красиво говорил Леонид Кравчук, призывая голосовать на референдуме за незалежность и за его президентство в 1991 году. Я призываю всех, кто смотрит это видео, подумайте о своих правах, о правах своих детей. Если вы русскоязычный, не молчите. Если вы украиноязычный и считаете, что равенство важно для всех, поддержите нас. Требуйте возвращения к настоящему равноправию, полноценное образование на русском, свобода СМИ без искусственных квот, защита от языковой дискриминации в повседневной жизни. Вернитесь к духу обещаний Кравчука, не к обману, а к реальному единству. Спасибо, что дослушали до конца. Это было тяжело говорить, но необходимо. Если моя история вам близка, пишите в комментариях свои мысли, свои истории, делитесь видео с теми, кому это важно.
Подписывайтесь на канал, впереди еще много тем о правах человека, о языке, о справедливости. Вместе мы сильнее. До новых встреч, друзья. Держитесь.